Малога. Второй по старшинству город в королевстве. Центр купцов всей Руси на стрелке 3 рек – Эльвы, Тульвы и Малоги. В последние годы город был в упадке, пока сильные мира сего не решили сделать его центром притяжения молодых людей со всего королевства. Теперешняя Малога юна. И жила в ней одна девушка, вернее сказать, мадемуазель. Происходила она из Железнограда, града до нельзя индустриального. По окончанию женской гимназии сделалась ей, скажем, незнамо. Ирен не могла найти себя ни в чем. Она была влюблена в искусство, но Железноград, к ее сожалению, не был. 2 года жилось ей вольно, пока по настоятельным просьбам матушки она не решилась таки что-то доизменить. Девушка она, конечно, была робкой, своеобразной, и в конечном итоге ее взор упал на Малогу. Завтра Малога изберет себе градоначальника на следующей земле. Невесть откуда взявшаяся, и судя по голосу и слуху, молодая Мари Кантар, нефтяного магната, заявила, что раскроет свое лицо только после победы на выборах. Ну, что я могу сказать? Абрам Яковлевич хотя бы проводит встречи со своими избирателями, с народом Малоги. В лицо нашего градоначальника все знают. Какое лицо у вас, госпожа Кантар? Предвыборная кампания по принципу «за все хорошее против всего плохого» успехов не принесет. Мировым новостям. Фредерик Синклер заявил о начале строительства казино Сьерра Мадре. Заявлению предпринимателя казино будет рассчитано на... Марина меня постеснялась лично улыбаться. А ты все куришь, Виль? Собираюсь бросать. Приятно. Приятно. Саша сдулась. Не тебя одного уволили, меня тоже сократили. Это, считай, моя последняя встреча по доставке. Да и по работе. Тебя за что? Ну, ее бесит моя привычка молчать, когда курю. Голосовать пойдешь за Кантар? Да я не голосую. Да зря. Толковые говорят. Просто... Нет, ну слушай, а кто... Ну а кто мог ожидать, что не мы одни такие умные рванем в Малогу? Вся страна эти... Альтернативу Петрограду нашли. Что хочешь сказать, надо было в Тульве оставаться? Ты бред не говори. Коллекционируешь еще? Я гляну. Не, у меня есть такой уже. Жаль, что у нас на прощание так и не удалось выпить. А мы еще не увидимся разве? Не, я в Вертоград уезжаю. Не совсем. И ты туда же? Зачем? А тебе здесь больно хорошо? Мне? Да... С одной стороны, в Малоге есть все, а с другой нет ни хрена. Ладно, Лиль, добрый путь. Я как приеду, обоснуюсь. Адрес вышлю. Ты, главное, приедь, пожалуйста. Приеду. Давай. От 1 до 2 лет лишения свободы.
от 2 лет лишения свободы. Алло, мам. Я думал, что здесь проживаю. Хорошо. Доброго дня. Виля, думай, думай. Девушка красивая? Красивая. Квартира есть? Есть. А может, у нее кто-то есть? Ой, Виля. Ах, черт. И так закончилась еще одна маленькая моложская история. Наша история, подобных которой здесь очень много. 4 года назад я переехал сюда вместе с Лилией. И год назад Лиля уехала в Вертоград. Она мне так и не написала. Жизнь лишь череда возможностей, с которыми ты поступаешь так, как можешь и хочешь. Ни Железноград, ни Малога не дали Ирен в полной мере того, чего она желала. Ей всегда твердили, что все успеется, но времени было все меньше. Она лишь хочет быть в той позиции в обществе, где проблемы становятся совсем уж глупыми. И, может быть, Ирен, наконец, приложит для этого усилия. Работать надо с тем, что есть. 4 года назад я переехал в Малогу из Тулы, но глобально ничего не изменилось. Малога и ее жители остались такими же, если не стали хуже. Ищу работу по образованию, но безуспешно. Я ровно в той же позиции, что и год назад, но теперь у меня есть Ирен. Возможно, нужно меньше думать о прошлом, потерянных возможностях и злых выводах судьбы. Возможно, одним днем я наконец начну этому следовать. Все возможно, пока я в это верю.